Добрый день, дорогие овны! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», то вы примерно понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Но, ребята, сейчас более точечно про август, объемно и масштабно, как говорится. Кто не смотрел «Лето надежд», в конце этого видео обязательно прикреплю. Если есть желание, посмотрите, сверьте, случилось, произошло, получилось вырулить минус в плюс для того, чтобы к концу лета оказаться не в разрушенных надеждах, а как раз таки в той самой истории, чтобы она радовала нас. Ну что, ребят, поехали. У нас август, и события этого августа на самом-то деле они уже начинают закручиваться, но в конце июля складывается один из таких мощных аспектов. Это, естественно, Венера в квадратуре с Ураном. Венера у нас отвечает за деньги, за отношения, за любовь, за наш выбор, вообще за наши таланты и качества, да, как мы можем ими распоряжаться с точки зрения деньгозарабатывания, в том числе. Уран у нас отвечает за свободу, как говорится, по всем статьям, по всем этим вопросам. То есть захочется ли нам выйти из отношений, захочется ли нам вспылить, разругаться, потратить все деньги для того, чтобы дать им свободу, можно и так это сказать, да. Здесь, конечно же, что нового захочется нам освоить для того, чтобы больше заработать. И этот аспект, в принципе, на бытовом плане многие астрологи называют аспект разводов, и это на самом деле так, потому что энергии, как правило, здесь очень много, зашкаливает она, и здесь, конечно же, хочется вот так освободиться, уйти в закат и сказать, что все будет хорошо, как-то само сложится. Ребят, аспект временный, чуть больше недели он будет держаться, потом разъедется, и, конечно же, здесь можно пылить, а можно, я бы так сказала, подумать над своими отношениями, принести в них какую-то новизну для того, чтобы их не рвать, не разрушать. С финансами в этот момент тоже дам рекомендацию, конечно же, лучше не тратить, либо вкладываться в очень что-то нужное, полезное, в знания, например, да, а как раз таки для того, чтобы вот просто ради хайпа, история так себе, да. А что касается работы, многим захочется бросить, уйти в закат. Ребята, еще раз говорю, что аспект временный, и он разойдется, и поэтому здесь нужно твердо взвесить, хотите ли вы уходить с этой работы или не хотите, да. По крайней мере, этот аспект, можно сказать, он сложный, но при всем при этом на Овнах третьей декады этот аспект сложится хорошо. И здесь, ребят, конечно же, проанализируйте, сделайте выводы по тем сферам жизни, которые у вас начнут в этот момент провисать, где начнутся перебои, вопросики. Не упускайте этот момент для того, чтобы сразу его решить. Идем дальше. 4 августа у нас новолуние во Льве. Не скажу, что день какой-то страшный, печальный, грустный и тому подобное, нет. Прекрасный, позитивный день, в котором будет очень много такой приятной, теплой атмосферы. Проведите это время с близкими, проведите это время с любимыми. И здесь, конечно же, да, еще у нас главенствует этот аспект Венеры в квадратуре с Ураном. Но, тем не менее, те моменты и разговоры, которые будут происходить у вас дома, в семье, в личной жизни, они будут как раз-таки помогать вам разбираться в тех вопросах, которые вас давным-давно волнуют. А овны первой декады как раз-таки больше всего сейчас находятся вот в этой истории прохождения своих кармических задач, вопросиков, у кого-то возвращения кармических узлов. И здесь, на самом деле, ребята, очень хорошо для того, чтобы понять себя. И, друзья, если вы не знаете, к какой декаде вы относитесь, первая декада овнов – это тот, кто родился в марте, вторая декада, кто родился с 1 по 10 апреля, и третья декада, кто родился с 11 апреля и до конца вот этого овновского периода, до тельцовского времени. Поэтому, да, мои дорогие, вот так вот, чтобы быстренько понимать, к какой декаде вы относитесь. Идем дальше.
у нас с вами можно было сказать, что этот месяц будет таким легким и простым. На самом-то деле, если смотреть просто карту лунного цикла в день, когда он запускается, да, на 4 августа, то можно сказать, что в принципе не такой уж и сложный месяц, да. Но, ребята, на самом деле трудности запускаются позже, да. Вопрос того, что получится ли этот лунный цикл завершить на таком позитивном настроении, все зависит от оптимизма, естественно, каждого. Да? Я поэтому всегда говорю, оставляйте в комментариях под видео дату, время, место вашего рождения и ваш вопрос для того, чтобы я ответила, именно заглядывая в вашу натальную транзитную карту. Да? Потому что на планете 700-800 миллионов овнов, и у всех не может быть одинаковый. Я рассказываю общий гороскоп, да, ребята, но у каждого он свой. Конечно же, если вы не оставляете вопросы, самых отважных и ответственных жду на консультации до конца лета, классные, потрясающие цены, да, поэтому продолжим. Идем дальше. У нас новый лунный цикл, каким он будет? Он будет с трудностями, он будет с сложностями, да, но сложности начинаются не в день новолуния, естественно, да, в день новолуния такая энергия, когда мы отдыхаем, расслабляемся. Буквально уже с 5 августа у нас, ребят, начинается ретроградный Меркурий, и продлится он с 5 аж по 28 августа. Сложный момент. Да, но не только ретроградным Меркурием этот месяц будет сложным. Да. У нас на самом-то деле, если говорить про ретро-мерк, то его можно разделить условно на две части. Это первая часть с 5 по 14 августа, когда ретро-мерк у нас в Деве, когда мы еще такие усидчивые, когда мы можем разобраться в своих проблемах, вещах и тому подобное, когда вот мы можем найти там ошибки в своих каких-то вопросиках, документах, когда будут слетать планы, но мы будем договариваться, да. И здесь такая история, что для овнов этот период не совсем такой простой, да, потому что овны, усидчивость, ну, немножко сложновато. А вот другой период времени с 15 по 28, когда ретроградный Меркурий перейдет в знак Льва, да, то есть откатится обратно ко Льву и будет еще и в квадратуре с Ураном. Вот здесь для овнов, конечно же, будет огонь, пожар, движуха. Что можно еще сказать? Потому что ретро-мерк во Льве — это, естественно, оратор. То есть здесь, естественно, захочется делать все действия, но скорость у этих действий все равно будет большая. Да? И эффект, естественно, от того, что если вы захотите совершить какую-то публичную деятельность, может быть не такой однозначный, как вы к этому привыкли. Да? Но Овен у нас вообще знак огня, и здесь вообще, в принципе, любой эффект уже радует, да? Что, как говорится, не просто замедленная какая-то реакция. Здесь энергии будет очень много, и сложностей тоже в этом будет очень много. Поэтому те овны, у которых в натальной карте мало огня, только одно солнце, например, находится в Овне, да, вам будет немножко в балансе сложновато, да. Но солнышко вашу энергию, конечно же, почувствует, да, вот эту вот огненную. Здесь на вас скажу, что овны, именно третья декада, вы почувствуете вот этот аспект ретроградного Меркурия с Ураном. Получится вообще хорошо, получится очень классно договариваться, коммуницировать, выходить на публику, выступать, общаться, договариваться, налаживать связи в том числе, да. Здесь главное быть дерзким, но в меру. Не очень рубить, я бы так сказала, за собой мосты, понимать, что все последствия, да, то, что все действия, они имеют последствия. Здесь, конечно же, ребят, нужно быть очень внимательным к своей репутации, нужно понимать, что вы делаете четко для того, чтобы не упустить нить вот этого чрезмерного, например, хайпа, да, то есть если вы решили с Ураном очень сильно совладать, да, потому что у многих овнов будет эффект, вот когда Уран будет как раз-таки очень сильно менять, трансформировать рабочую сферу, да. И здесь нужно прям понимать, начнутся, как работает Уран вообще на работу, да, то есть все зависит, естественно, конечно, от натальной карты каждого. Если Уран в вашей натальной карте, он напряженный, то здесь, конечно же, вы привыкли с зарядом напряжения жить, и для вас тогда все эти сложности, ну окей, они вас будут только ускорять.
те люди, у которых в натальной карте Уран гармоничный, квадратуры Урана, да, в транзитных картах будут влиять чрезмерное напряжение. Как это в жизни проигрывается? Это изменения на работе, реструктуризация на работе, меняется начальство, меняется коллектив, меняется отдел. Вообще, в принципе, работа была и работы нет. Все те, кто захотят изменить, ну, то есть поменять работу, как правило, это не единственная смена работы будет в этот период. То есть на этом аспекте люди, как правило, меняют работу, через какое-то время меняют работу еще. Да? Что-то происходит, что-то не нравится, где-то не удовлетворяет зарплата, где-то график, где-то вообще, в принципе, это не то, чем вы хотели заниматься, потому что Уран, он такой вот у нас свободолюбивый. Да? И здесь вот эта история, она продлится первые 2 недели августа, потом же придет совершенно другие истории, потому что с 14 августа у нас, ребята, на самом деле складывается еще один из сложных аспектов, да, который, ну, без которого никак, без которого не получится много поменять, но все-таки чуточку потерпеть. Да, это Венера в оппозиции с Сатурном. Что здесь у нас? Венера в оппозиции Сатурна. Про что Венера мы уже знаем. Это наш внешний вид, это наши финансы, это наши отношения, это то, что нам нравится делать и с помощью этого зарабатывать деньги. Да? Сатурн – это ограничение по всему тому, что связано с Венерой. И здесь, конечно же, наступит такое легкое ограничение. Ну, у кого легкое, у кого не очень, да? У кого посложнее. Ограничение финансов, холодок в отношениях, захочется что-то в себе поменять, но захочется уже более такое, что-то глобальное, или вообще придет такая история, я себе не нравлюсь, и все, потому что Сатурн всегда делает такое внутреннее настроение ворчливого старого деда, когда мы становимся недовольны вообще всем, да, недовольны финансово, недовольны отношениями, да, недовольны своей работой. Здесь еще можно было бы сказать, что все сложится и пройдет очень сильно хорошо, но здесь еще в этот же самый момент, с 14 августа, начинает соединяться Юпитер в соединении с Марсом, который в Близнецах. Причем на Овна эта история будет влиять очень хорошо. На Овна второй декады просто потрясающе. У вас, ребят, на фоне вот этих сложностей появится внутренняя такая энергия, амбиции что-то поменять. Да, если работать и пахать, то будет понимание, ради чего, ради какой цели. И здесь как раз-таки вот Марс в соединении с Юпитером, да, будет как раз-таки вот подбадривать, говорить, нормально все, работаем, трудимся, мы понимаем, ради чего. Вот этот позитив, вот это настроение, оно придет. Да, хочется сказать, что август заставит попахать вторая половина, но тем не менее в этой же второй половине будут благоприятный аспект Юпитера в соединении с Марсом. И здесь я хочу сказать, что Овнам будет не так уж и плохо, да, будет вот этот вот азарт и вот чувство приземленности, заземленности, да, от Сатурна с Венерой, что так, нужно поработать, денежку сохранить, если вкладываться, да, то вкладываться только в стабильные вещи, которые, вы знаете, точно окупятся. И здесь очень тонкая такая история, потому что все-таки вот этот аспект Юпитер в квадратуре с Венерой, который будет у нас с 14 августа и до конца месяца, здесь история того, что захочется очень много денег потратить, но Венера все-таки заземленная в Деве. И здесь, ребят, если тратить, то на вещи стабильные, вещи, которые относятся к вашей работе, вещи, которые относятся к тому, чтобы заработать больше, да? Вещи стабильные, относящиеся к красоте, которые не просто потеряют свою актуальность через какой-то период времени, да? То есть практичные вещи. В это вкладываться очень хорошо. Вкладываться что-то по пустякам, придет история того, что, сожалеем, и здесь даже не от ретроградного Меркурия зависит, хотя ретроградный Меркурий вообще говорит, ребята, не тратьте много. А если тратите, да, вот в этот ретроградный Меркурий, вкладывайтесь в обучение, вкладывайтесь в те навыки коммуникативные для того, чтобы потом на этом заработать, увеличить капитал связи, например, вкладываться в поездки, да. Здесь история вкладываться в новые знания, в том числе для того, чтобы потом это применить в своей жизни
в работе и улучшить свое будущее, потому что Уран — это планета, которая ориентирована на будущее. И очень часто в нашей жизни разваливается все, если оно не устремлено в будущее. И да, ребят, самые сложные вот эти моменты, момент выбора, куда вложиться, куда потратить свои силы, на что переключить фокус, у нас, конечно же, у всех возникнут в полнолуние. Полнолуние у нас будет 19 и 20 августа. Почему две даты? В одном полушарии это еще 19, в другом полушарии это уже 20 августа. Полнолуние у нас будет в Водолее. Как оно проиграется на Овне? Да, отлично, хорошо проиграется. Особенно Овны 2-3 декады будут прекрасно понимать этот день, будут чувствовать, что становится как-то чуточку полегче напряжение, которое было летнее, начало, да, что было в июне, в июле. Уже будет казаться, что чуточку полегче. То есть либо придет вот эта внутренняя сила осознания, что вы поднялись над сложностями, если, конечно, вы все это время трудились и преодолевали трудности. Если же вы все-таки не поняли, ради чего был вот этот вот бег и все эти сложности, тогда, конечно, ребята, осознание будет так себе, и последние 2 недели августа будут тоже не очень простыми. Я же все-таки советую вам понять, что трудности даются не просто так, особенно Овну. Овну трудности всегда даются для того, чтобы закалить характер, да. И Овны все-таки, которые находятся на стыке рождения с рыбками, да, здесь история того, что будет по чуть-чуть уходить вот ваше вот депрессивное состояние, когда вот вы там себе напридумывали, что вот оно будет так, да, намечтали, а оно по факту реальности, вот эти розовые очки спадают, и приходит реальность, и вот такое ощущение, как оно есть на самом деле. Это неплохо, ребят, это хорошо. Чем быстрее вот эту историю понять, тем проще будет и осенью, и зимой. И да, ребят, скажу, что конец августа у нас будет, конечно же, мало того, что мы на всех этих аспектах будем жить там 2-ю, 3-ю, 4-ю неделю августа, так у нас конец августа тоже будет очень сильно таки эмоциональным, потому что у нас в начале сентября складываются переходы планет, да, у нас 2 сентября разворачивается Уран в ретроградное движение. И да, дорогие Овны, естественно, невозможно это будет тоже не почувствовать. Захочется новизны, захочется масштаба, большего яркого движения в будущего. Это очень хорошо. И да, 2 сентября у нас Плутон из знака зодиака Водолей переходит в знак зодиака Козерог, и как раз таки Овны 3-й декады, прям вот те, кто родились на стыковке Овна и Тельца, вот вы прям почувствуете вот эту вот мощную, сильную энергию, но она будет разрушающей по большей части. Поэтому все те, кто не доделывал все свои дела, не избавлялся от излишков, даже не от излишков, да, не освобождался от всего того, что мешает идти в будущее и развиваться, вот здесь, ребята, будет сложно. Поэтому, если вы с этой историей уже разобрались, тогда для вас этот аспект будет как укрепление своей силы, укрепление своей воли и понимание того, что все-таки хочется нового, хочется большего, хочется масштаба, потому что Плутон — это планета масштаба. И да, дорогие, конечно же, в конце августа уже будут фонить вот эти истории, фонить эти энергии. Здесь, конечно же, Овнов 3-й декады, последние денечки, будет вас немножко штормить. Поэтому да, все дорогие Овны, все остальные Овны будут бороться, кто-то будет бороться со своими сложностями, кто-то будет бороться со своими трудностями, да? У кого-то будет, в основном у всех будет история с продвижением и с развитием. Но те Овны, кто родились в 1-й декаде. Если я не говорю про Овнов вот сейчас вот 2-й и 3-й декады, я не говорю, что я вас как-то обделю. Нет, ребят, просто вы это прожили уже в первом полугодии 24 года и во второй половине 23 года, да, то есть каждому, как говорится. То сейчас пришла пора Овнов 1-й декады. Здесь, конечно же, вы будете проходить свои кармические уроки, кармические задачки, связанные с вашим
в том числе проявлением в этом жизни, потому что в ваших транзитных картах кармические узлы будут отстреливать как раз-таки, не отстреливать, проходить, не буду говорить это слово, да, пугающее, возможно, кого-то, хотя мне кажется, что может напугать Овна, да, то здесь, конечно же, будут проходить кармические узлы, переключаться по солнышку, и здесь у каждого будет момент: так, вообще, кто я такой, для чего я пришел в этот мир, что я хочу осознать, понять, как я вообще хочу в этом мире светить, быть каким человеком, да. Ну и, конечно же, если вы Овны, кто родился в период 36, 37, 38 лет, тогда для вас это абсолютно кармическое время, которое наступает, и сейчас в августе необходимо начать понять и делать, что же вы, ребята, хотите, потому что осень и зима будут реально сложноватыми. Да, вот хотите мне говорите, что у нас как-то вот я вот вообще ни разу не позитивный астролог. Не знаю, мне кажется, я очень позитивный астролог, но вот если мне астропроцессор показывает здесь напряженные аспекты и говорит о том, что надо бы потрудиться и преодолеть трудности, да, ну, я не могу сказать, что все будет очень бесподобно, великолепно и легко, да, ребят, ну вот что имеем. Я считаю, я обязана сказать об этом заранее, для того, чтобы вот не расслабляться, преодолеть эти трудности и потом уже чувствовать себя гораздо легче и хорошо, когда трудности пришли, а мы уже к ним абсолютно готовы. Поэтому, да, дорогие Овны, если вы чувствуете, что происходит в мире сейчас, а вы прекрасно понимаете, что грядут глобальные изменения, неоднократно я про это говорила, поэтому давайте уже не сидим, начинаем двигаться, активничать, нарабатывать себе мышечную массу, карьеру, заниматься спортом, активностью. Кстати, этот август прекрасное время для того, чтобы внедрить спорт активно в жизнь. Для вас, дорогие Овны, с 14 августа прекрасное время на 2 недели для того, чтобы раскачать свою овновскую вот эту мощную энергию, потому что спорт по жизни у вас это то самое, что дает силы и мотивации. Неважно, мужчина в Овен или женщина в Овен, да? Поэтому неважно, что вы хотели сделать, начать разминку, йогу каждый день или бегать по утрам, или записаться в спортзал. Прекрасное время в этом августе начать это делать, внедрить полезные привычки и избавиться от негативных и напрягающих вашу жизнь каждый день. Ребят, вот такой будет август, месяц на самом деле, в котором нужно приложить терпение и силы для преодоления трудностей. Но я не скажу, что невозможно. Сложно, да, ну уж точно не невозможно, да. Поэтому давайте включаем режим активных действий и идем плавно, по чуть-чуть. Но хотя здесь Уран будет давать все-таки кому-то быстрыми набегами тот самый результат, который хочется. Поэтому, ребят, давайте внедряем. Ребят, вот такой гороскоп на август 2024 года. В конце прикреплю ролики, которые еще актуальны, вы можете их посмотреть, принять верное решение, задать вопросы точно так же. Оставляйте вопросы и комментарии к этому видео, буду рада ответить. Самых активных жду на консультации. Создала телеграм-канал для связи, для тех, кто не хочет потеряться. В описании канала ссылочка есть на все. Поэтому проходите, смотрите, пишите, спрашивайте. Буду рада. Ребят, желаю вам активного, продуктивного августа. И я надеюсь, у вас все получится. Я в вас реально верю, потому что вы первый и самый мощный знак зодиака. Поэтому дерзайте, силушки у вас у нас много. А я желаю вам прекрасного месяца. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.